Глава 157. Услышав обращение, Селянь так и застыл. И лишь после осознал, что голос мужчины ему знаком, он слышал его уже не раз. В тот же миг взгляд принца метнулся к запястью собеседника. И пусть его закрывал рукав одеяния, можно было утверждать, что под материей скрывается черный обруч проклятой Кангы. Пэймин поднялся с земли и также подтвердил личность мужчины в черном. «Ваше Высочество Иньюй. И правда. Не ожидал, что встречу вас здесь». А вы, Иньюй, потер кончиком пальца переносицу и поприветствовал в ответ: «Совершенный владыка Линвэнь, генерал Пэй, младший генерал Пэй». Неожиданно послышался глухой возглас: «Иньюй». Тот Иньюй, что потерпел полное поражение от собственного шиди, выражения лиц небожителей застыли, покуда голос продолжал: «Послушай, как можно быть таким никчемным? Мало того, что с небес согнали, так ты еще и с демонами спутался. В сравнении с этим, как его Цуань и Чжэнем, ты упал на самое дно». А еще назывался его Шисюном, голос принадлежал Жунгуану, запечатанному внутри глиняного горшка. Пэйсу сразу же налепил на горшок талисман, чтобы тот замолчал. Что служить под началом Цюнь, что под началом Хуачена, разница не так уж велика. Но если в прошлом небесный чиновник становится ныне демоническим посланником, то при встрече с бессмертными коллегами все равно, что бывший стражник стал разбойником. К тому же старые знакомые поймали его за исполнением обязанностей. Атмосфера сделалась неловкой, никто не знал, что следует сказать. Так что Иньюй просто молча развернулся, взялся за лопату повелителя земли и продолжил копать. Пока они продвигались вперед, прокладывая дорогу, Пэймин не забыл осведомиться о местонахождении младшего брата погибшего друга. Раз градоначальник Хуа сумел добыть лопату повелителя земли, следовательно, вы двое все-таки поддерживаете связь. Помнится, я как-то спросил его высочество, но он оправдал ваше превосходительство, сказав, что вы не столь хорошо знакомы с черным демоном черных вод, а значит, наверняка не знаете, где он сейчас. Могу я просить вас передать черному демону просьбу? Если он не убил Ши Цинцюаня, то пусть вернет его нам». Хуачен возразил: «Вы ошибаетесь. Мне действительно неизвестно, где сейчас черновод. Но как вы заполучили эту лопату, подобрал?» С полной уверенностью в своей правоте Хуачен не признал обвинений. Что тут поделать? Никто не мог ничего ему возразить. К тому же сейчас все оказались у него в долгу, и Пэймину оставалось только вздохнуть: ладно. Удача поистине благоволит градоначальнику Хуа, раз он столь свободно находит драгоценные артефакты. Линвэнь, висящая на плече Пэйсу, привычно ответила: «Это лопата, имущество чиновника Верхних Небес. Градоначальник Хуа, не считаете, что следовало бы вернуть ее законным?» Впрочем, еще до конца фразы она осеклась, поняла, что больше не служит чертогам Верхних Небес, а значит, не обязана взыскивать долги за небесных чиновников. Селянь размял точку между бровей и задумался, стоит ли незаметно спросить Хуачена, как тут же услышал его тихий голос, который мог услышать только принц: черновод ее бросил. Когда надобность притворяться повелителем земли отпала, он оставил лопату в призрачном городе и сбежал. Перед походом на гору Тунлу я подумал, что она может пригодиться, вот и послал за ней подручного. Вот оно что. А я было подумал, что мы сможем узнать, где его превосходительство повелитель ветров. Лопата отлично пригодилась против горных чудищ, Сань Лан поистине все тщательнейшим образом обдумал. Просто когда-то эти чудища загоняли меня чуть не до смерти. И я выучил урок. Селянь невольно представил, как Хуачен, будучи новичком на горе Тунлу, преодолевает испытания одно за другим. Как вдруг в темноте вновь загорелись маленькие серебристые огоньки. Это призрачные бабочки испускали тусклое сияние, достаточное для освещения обстановки. Селянь, перемещая порхающую над ладонью бабочку, посмотрел наверх. Что же за твари эти горные чудища? Почему они атаковали нас? Хуачен ответил: трудно сказать, что именно они собой являют. Когда я впервые здесь появился, они уже были местными старожилами.
Вот только чудища не пытались нас атаковать, их задача — задержать любого, кто желает попасть на гору Тунлу. А если задержать не получается, нападают. Без какой-либо закономерности. Выходит, у нас с ними одна цель. Теперь стало известно, что и Повелитель Дождя, и его высочество Циин попали на гору Тунлу. Надеюсь, они не попадут в беду. Иньюй, который все время их разговора старательно копал проход, услышав имя Цуань Ичжэня, как будто на миг замер. Селянь заметил это, бросив быстрый взгляд, и вспомнил, что ранее они уже встречались с Цуань Ичжэнем, но тогда Иньюй, будучи в маске, повел себя так, словно и не узнал Цуань Ичжэня. Интересно, как бы поступил тот, зная, что перед ним стоит его шисюн, Линвэнь, с трудом подняв голову, сказала: «Ваше высочество Иньюй, вы виделись с его высочеством Циином. Он множество раз наведывался ко мне во дворец, чтобы я помогла ему найти вас». Иньюй, запнувшись, переспросил: «Правда, да. Когда вас только сослали, он приходил почти каждый день, а после, поскольку вестей так и не появилось, раз в 3 дня, потом раз в месяц. В последнее время раз в год являлся непременно. Он всегда считал, что в том инциденте с божеством парчевых одежд между вами произошло недоразумение, хотел услышать ваше объяснение и помочь вам объясниться перед всеми. Но так и не дождался ответа». Иньюй промолчал, лишь вздохнул и стал копать еще усерднее. Селянь подумал, он не желает больше об этом говорить. Линвэнь также была достаточно умна, чтобы это понять, и придержала язык, пусть лучше Иньюй сосредоточится на прокладывании тоннеля. Прошло довольно много времени, прежде чем тот заговорил: «Градоначальник, ваше высочество, мы уже прошли под землей 30 ли. Продолжим путь». Лопата полумесяца орудовала подобно ножу, режущему тофу, при этом не оставляя гор выкопанной земли. К тому же, они ведь спасались бегством, поэтому передвигались быстрее, чем если бы шли по поверхности, вот и пробежали целых 30 ли за малый отрезок времени. Услышав обращение и к себе тоже, Селянь почувствовал неловкость и мягко ответил: «Меня об этом спрашивать ни к чему», — Хуачен произнес: «Неважно, кого спрашивать». «ГГ, что ты думаешь, Селянь?» — поразмыслив, ответил: «Когда нас зажали в тиски горные чудища, мы почти вышли из ущелья. Думаю, 3 десятков ли достаточно с лихвой. Под землей нет движения воздуха, и если задержимся дольше, боюсь, некоторые могут потерять сознание. Давайте выбираться наверх». Иньюй отозвался: «Слушаюсь», и тут же сменил направление по косой вверх, даже соорудил довольно симпатичные ступеньки. Селянь подумал, из него действительно неплохой помощник, работает аккуратно, ни слова лишней болтовни. Остальные последовали за Иньюем и поднялись уже на несколько десятков ступеней, как вдруг Селянь наткнулся на какой-то твердый бугорок, не похожий ни на камень, ни на глину. Принц наклонился, слегка чистил землю рукой и через миг нахмурился. Хуачен, заметив, предостерег: «ГГ, не трогай», но опоздал. Селянь уже выпрямился, держа череп в правой руке и череп в левой. «Господа, у нас проблема. Кажется, мы раскопали какой-то могильник». Пэймин тоже выкопал из стены чью-то ногу и вздохнул: «Похоже на то». Судя по костям, при жизни это была длинноногая красотка. А теперь ее останки покоятся здесь. Поистине досадно. Хуачен возразил: «Сожалею. Ноги действительно длинные, вот только это мужская кость». Едва услышав, что это не женщина, Пэймин немедля потерял интерес и бросил кость. Хуачен добавил: «Если быть точным, это кость мужчины, которым обернулся демон. Поэтому наверняка отравлена трупным ядом». Пэймин похлопал в ладоши, и на его руках действительно проявилась зеленая трупная ци, там, где он держался за кость. Линвэнь забранилась: «Ты что, не мог придержать свои руки?» «Не мог», — Пэйсу вмешался, «трупный яд не так страшен. Генерал ведь небесный чиновник, скоро он будет в порядке». Сказать по правде, нога оказалась не только длинной и стройной, но еще и довольно крепкой, от взмаха ей услышался угрожающий свист. Пэймин все-таки подобрал кость и с одного конца обмотал тряпицами, чтобы можно было держаться.
Видимо, решил использовать в качестве оружия. Затем он обратился к принцу. «Ваше высочество, а почему вы без опасения держите эти черепа?» Селянь осторожно положил черепушки и показал остальным свои руки. Оказалось, что его ладони также позеленели, но ядовитая ци очень быстро улетучилась. Не стану лукавить, все дело в том, что я уже множество раз подвергался действию трупного яда, и если не 1000, то 800 уж точно. Поэтому выработалась очень сильная устойчивость, и столь малое количество яда не причинит мне вреда. Остальным его объяснение показалось неожиданно смешным, кому-то захотелось улыбнуться. Только Хуачен, похоже, совсем не обрадовался. Проходя мимо, он наступил на черепа и раздавил их в мелкое крошево. Селянь сначала отнесся спокойно, однако, услышав грубый и даже несколько свирепый хруст, чутко уловил недовольство Хуачена. Принц хотел было спросить, в чем причина, однако почувствовал, что это недовольство неким образом связано с ним самим, поэтому замер и не осмелился задать вопрос. Вскоре послышался спокойный голос Хуачена. «Почему так долго?» Подземный ход располагался самое большее, в 2 чжанах от поверхности земли. И даже если учесть, что они передвигались по наклонной, процесс не должен был занять столько времени. Иньюй задумчиво отозвался. «И сам не знаю». «Постойте, мы на месте, готово». Сразу после вопроса Хуачена полотно лопаты задело пустоту, тоннель привел их на поверхность. Иньюй в несколько взмахов сделал широкий проход и первым выпрыгнул наружу. Мы выбрались, остальные последовали за ним, однако, едва коснувшись ногами поверхности, заметили странность. Пэймин спросил: «Выбрались на поверхность?» «Не похоже». Что это за место, где бы они ни оказались, это точно не поверхность Земли. Слишком темно вокруг. Линвэнь сказала: «Мы вошли в ущелье еще днем, ночь не могла наступить так быстро». Несколько призрачных бабочек, испуская тусклое сияние, запорхали вокруг, и они, наконец, разглядели место, в котором очутились. Громадная пещера, пустая и просторная, с широкими высоченными сводами, подобными ночному небу цвета черной туши. Вокруг виднелись бесчисленные гроты, ведущие в неизвестном направлении. Селяню стало любопытно, это место кем-то сотворено или образовалось естественным образом. Хуачен, скрестив руки на груди, бросил взгляд и ответил: образовалось естественным образом. Он по-прежнему готов был ответить на любой вопрос принца, но Селянь все никак не мог выбросить из головы тот короткий миг недовольства. Хуачен добавил: когда мы решили подниматься наверх, над нами как раз оказалась одна из гор. Теперь мы внутри этой горы. Селянь кивнул. Вот оно что. Тогда давайте поскорее искать выход. Пэйсу спросил: но куда идти? Вопрос поистине непростой. Даже если исключить мелкие тоннели, в которые не протиснуться человеку, останется 7-8 гротов. Селянь скрестил руки на груди и задумался. «Раз, делимся на группы». «Так быстрее», — предложил Пэйсу. Селянь опустил руки. «Нет. Так действовать нельзя ни в коем случае. Если во тьме прячется какая-то тварь, ей будет проще напасть на нас по отдельности. Лучше мы потратим больше времени на поиски верного пути, чем попусту потратим силы». Пэймин, держа в руке свое новое оружие в виде костяной ноги, размахивал ею уже с явным удовольствием. «Что ж, давайте продвигаться вместе. Для начала пойдем по этому тоннелю». Так они выбрали путь и направились по нему единым отрядом. Хуачен и Селянь шли впереди всех. Принц некоторое время молчал, затем попытался тихонько позвать Сань Лан. Выражение лица Хуачена к тому времени уже потеплело. «ГГ, ты что-то хочешь спросить?» Селяню было неловко спрашивать, не сердится ли тот, и он сказал первое, что пришло в голову: «Ничего. Просто тоннель извивается будто кишка, у меня немного закружилась голова». Хуачен тут же предложил: «Может быть, хочешь передохнуть?» Он нисколько не шутил. Селянь сразу отказался: «Не нужно, не нужно». Пэймин позади подал голос: «Мне не послышалось».
«Ваше Высочество, у вас кружится голова лишь от пешей прогулки». Селяню тоже показалось, что необдуманная фраза прозвучала странно, как будто он специально искал повод заговорить. Принц сделал вид, что не слышал замечания Пэймина, и серьезно сказал: «Господа, ни в коем случае не отставайте, тоннель все время сворачивает, легко попасть». Принц обернулся на ходу, осекся и схватил Хуачена за руку. «Саньлан, что?» Хуачен тоже обернулся и сразу же нахмурился. За ними не оказалось ни души. Секундами ранее Пэймин за спиной принца отпустил насмешливую фразу, а теперь в темном пустом тоннеле остались только они вдвоем. Хуачен немедля положил руку селяню на плечо, его голос сделался серьезным: «ГГ, держись возле меня, никуда не уходи». Селянь задержал дыхание и насторожился. «Внутри горы прячется какая-то тварь», — Хуачен ответил: «Нет». Но это как раз и пугает. Поскольку означает, что чему-то неведомому удалось незаметно ни для божеств, ни для демонов приблизиться к ним и забрать с собой весь остальной отряд.